Одни считают ее фашисткой и угрозой не только для Италии, но и для всего Евросоюза. Для других она – мама, сильная женщина, патриотка и спасительница страны. Джорджа Мелони, лидер правой партии «Братья Италии», добавила в свой карьерный список новую, чрезвычайно важную должность – премьер-министр. И стала первой женщиной в стране, которой удалось занять такую позицию. Этому предшествовал долгий и непростой путь. Мелони выросла в Гарбателле, рабочем районе Рима. В 15 лет она увлеклась политикой и нашла новую семью – местную молодежную секцию итальянского социального движения, правой партии, основанной Джорджио Альмиранте, бывшим министром в правительстве фашистского диктатора Бенито Муссолини. Это был 1992 год, и весь послевоенный политический строй Италии рушился на фоне серии скандалов, обнаживших широко распространенную коррупцию и влияние мафии. В этом молодежном движении Джорджа, по ее словам, нашла свое место в сплоченном, хотя и весьма экстремистском сообществе, где участники посвящали все свое время политике, а не посещению дискотек или шопингу, как их сверстники. Мелони оттачивала свое мастерство в студенческой политике, раздавая листовки в школах и расклеивая плакаты на улицах Гарбателлы, пытаясь при этом определить настроение общества, общаясь с людьми на рынках, что она делает и сегодня. В 1996 году она становится национальным менеджером в студенческом действии, родившимся из Национального альянса. В этом же году Джорджа получила лингвистическую степень бакалавра, окончив Римский институт Америго Веспуччи и набрав 60 баллов из 60. С годами отношения с Национальным альянсом становятся все более тесными. Из года в год она растет в организации как личность и как политик. Ее избирают советником, позже национальным директором и, наконец, в 2004 году Мелони становится первой женщиной-президентом молодежного действия, крыла Национального альянса. Все эти годы, параллельно с развитием своего политического пути, она работала няней, официанткой и барменом в клубе Пайпер, одном из самых известных ночных клубов Рима. Кроме того, около 10 лет Джорджа писала статьи для Secolo di Italia, ежедневной газеты, официального СМИ Национального альянса. После выборов 2008 года Мелони предложили пост министра по делам молодежи под руководством Сильвио Берлускони. Так Джорджа в свои 31 стала самым молодым министром в Италии. В 2012 году Мелони вместе со сторонниками основала организацию «Братья Италии», на название которой их вдохновил гимн страны. За годы пребывания у руля движения ей удалось превратить изначально неофашистскую партию, родившуюся из пепла эпохи Муссолини, в националистическую политическую силу, способную привлечь избирателей. С каждыми выборами Джорджа наращивала количество сторонников. После выборов 2018 года концепцией движения стали темы «Бог», «Христианство», «Патриотизм» и «Семья». Мелони много работала над тем, чтобы вытащить партию с задворков, превратив ее в консервативный оплот патриотизма. Джорджа не боится вызвать критику своими резкими заявлениями и часто подвергается за это нападкам. Ее жесткие взгляды по некоторым темам, таким как нелегальная иммиграция, она призывала военно-морские силы разворачивать мигрантов обратно в Африку, вызвали широкий резонанс. Мелони также негативно относится к абортам, однополым бракам и вопросам гендерной идентичности, активно пропагандируя модель классической христианской семьи. Она отстаивает патриотизм и традиционные семейные ценности, одновременно осуждая политкорректность и элиту. Джорджа известна своими пламенными речами «Я Джорджия», «Я женщина», «Я мать», «Я христианка». Одна из самых популярных цитат итальянского политика, прозвучавшая на митинге в Риме в 2019 году, которая стала вирусной в социальных сетях и даже превратилась в песню в стиле рэп. В ходе избирательной кампании перед всеобщими выборами в Италии в 2022 году 45-летняя лидер ультраправых заметно смягчила свой тон. Готовясь к предвыборной кампании, она старательно работала над имиджем братьев Италии, стараясь избегать любых сходств с прародителем движения – фашистской партией. В своих выступлениях Джорджа осуждает антисемитские и антидемократические законы 30-40-х годов. Она призывает своих сторонников не использовать приветствие с вытянутой рукой и воздерживаться от ссылок на фашизм. Так, например, Мелони уволила одного из соратников, который в социальных сетях положительно охарактеризовал Гитлера. Выборы в Италии прошли в конце сентября 2022 года. Партия «Братья Италии» победила, набрав 26,2% голосов.
Сейчас Мелони живет в роскошном доме в Риме со своей семьей. У победительницы выборов есть гражданский муж Андреа Джамбруно, журналист и автор нескольких успешных программ на канале Берлускони Mediaset. Любовь между ними вспыхнула в телевизионной студии, где Джорджа появилась в качестве гостя в программе «Пятая колонна», автором которой был Джамбруно. Несмотря на радикально отличающиеся политические взгляды, они вот уже 8 лет называют себя счастливой парой. 7 лет назад у них родилась дочка – Джиневра Джамбруно. Как и многие женщины, Джорджа неравнодушна к моде. Отказавшись от безликих черных пиджаков и костюмов, она сделала выбор в пользу светлых приглушенных оттенков. Политик часто носит одежду белого цвета, которая символизирует чистоту и незапятнанность, а также предпочитает розовый, который очень освежает и молодит светлоглазую блондинку Джорджу. В свободное время Мелони любит готовить и проводить время со своей семьей. Она активно ведет социальные сети. Так, например, в аккаунте Instagram, где чаще всего она выкладывает мотивационные цитаты, у нее более 1 200 000 подписчиков. Джорджа Мелони не скрывает своей страсти к писателю-фантасту Джону Толкиену и его книге «Властелин колец», которую впервые прочитала в 11 лет. Она считает, что легенды о кольцах власти – это не просто фантастические произведения. Они вдохновляют ее мировоззрение и политику. В течение всего карьерного пути политик регулярно ссылается на знаменитый роман, будь то фотосессия рядом со статуей Гэндальфа или пламенная боевая речь Арагорна, упомянутая на одном из митингов. Джорджа Мелони стала настоящей сенсацией в мире политики в последние годы. Когда видишь эту блондинку с выразительными голубыми глазами и слышишь ее пламенные выступления, невозможно не заметить необычайную силу и харизму. И хотя многие задаются вопросом, куда Мелони поведет Италию дальше, несомненно одно – только неординарная, смелая и яркая женщина может завоевать место премьер-министра.